Это у вас была потребность в табаке, в дыме, то есть в этом, или в рефлексе, или что? Или успокаивали себя в плане стресса? Скорее всего, мне кажется, что вот это чисто как самообман такой, типа успокоение, там, типа какой-то там кайф получишь от сигарет. Но на самом-то деле, понимаешь, что это ерунда, что это неправильно. А после процедур, А после второй процедуры, ну, вот, не знаю, вот эти процедуры, это вообще что-то, как бы мой мозг уже давно как бы требовал это, еще учитывая, что у меня это, ну, с рождения, внутричерепное давление, и постоянно вот эти вот курсы, весной, там, осенью проходить утомительно это же постоянно. Столько количества этих лекарств вливаешь постоянно. Это с детства у меня, плюс еще там сотрясения в жизни были. Что вы почувствовали после сеансов? После первого, после второго? Что поменялось у вас? Вообще отношение к жизни поменялось даже. Реально. Как бы ко многим вещам стал относиться по-другому даже. Некоторые вещи вообще даже какой-то такой этот веселый пофигизм появился. Супруга говорит, вы стали какой-то другой, легкий. Да, ну так говорят. Как настроение? И значит, как его, лучше слышать стал. Еще у меня тем более правое ухо, потеря слуха была. После этого, кстати, шейного хондроза. 50%. Да, сейчас лучше слышать стал. А так я вообще хотел аппарат заказывать, слуховой. Потому что на совещаниях сидишь, там какой-нибудь большой босс сидит, шепчет, потихоньку говорит, не слышно же. Это хорошо, если рядом сидишь. Сейчас слышите? Сейчас практически да. Ну, еще не замечал я, ну, окружающие говорят мне. Ага. Я-то сам не замечаю этого. Что еще поменялось? Поменялось. Ну вот сейчас в последнее время что-то со сном как-то, ну, высыпаться стал. Однозначно. Раньше утром встаешь, как не выспавшийся, а сейчас уже в 5, там, в 6 глаза открываются, все, охота что-то творить, может двигаться. Слушайте, ну это феноменально, как вы курить бросили. Это... Не, курить я сам в шоке вообще. Я еще сюда летел, когда в самолете, думаю, надо же, блин. И на спиртное тоже так же. Тоже. Да, тяги нет такой вообще. Ну я как бы особо не употреблял. Ну, чувствую, что как-то и неохота вообще даже. Бывает же надо там пойти там что-то, бокал вина выпить или кружку пива. Сейчас даже этого что-то вообще даже особо не хочется даже. А как на стресс реагируете сейчас? На стресс? На стресс нормально, кстати. Более так. Ну, в принципе, я и раньше как бы стрессоустойчив был. Потому что, ну, работа такая. Это же ваш начальник здесь был? Нет, это мой коллега был. Коллега был? Это мой друг был, да, которого я отправлял. Он тоже, он руководитель крупной компании такой. Он говорит, раньше он так ходил, говорит. А сейчас, смотрю, идет вот А, так. это даже он. Это и то, это после первого курса это было. Это было после первого этого курса. Он сразу утром зашел, говорит, ты что с тобой случилось? Ты, говорит, весь вечер. Я говорю, да ну. Я же был в субботу у вас. Ага. А, нет, первый курс был среди недели. Да, и вот он на второй день утром потом меня увидел. Первый сеанс. Первый сеанс, да, среди недели был, да. А он тоже, он такой, руководитель крупной компании, там, у него много людей подчинения таких. И у него я работал тоже замом. Он говорит, я помню, говорит, он всегда вот такого ходил, говорит, а сейчас идет, говорит, и улыбается. Говорит. Да. Реально. Вообще, терапия это вообще, это что-то. Это что? Мне когда вот Денис Мирер там рассказали, я прям сразу же, я говорю, все, я готов, поедем, посмотрим. И вот первые 2 курса я прошел, я чувствую, что у меня как бы это, то есть после второго курса начало каждый день, да, каждый день что-то новое вот открывается. Но не сразу. У меня как бы чуть позже пошло, у них раньше пошло. Там эффект. Такой у них настроение, мы когда собираемся, там с ними общаемся, у них настроение, они смеются так, чисто такой нормальный, ну, такой адекватный смех, детский такой даже, может быть. Что-то сидим, вспоминаем. Слушайте, ну вы Вообще, не жалеете, что? Нет, конечно, не жалею. Нет, ни в коем случае. И даже я вот, кого знаю, своих там друзей, коллег, я сейчас всем даже рекомендую, потому что как бы круг общения, то, что люди все заняты, сейчас такое время же тяжелое. И все такие. Ну да, каждый отягощен своими проблемами там. А надо все это уметь отодвинуть. Как бы вот эта терапия нам помогает.